Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса. Самыми трагическими последствиями закончились поиски легкомоторного самолета, на борту которого находилась семья Ксении Собчак. Самолет потерпел крушение и таинственно пропал 10 дней назад в Тихом океане в Новой Зеландии, где семья Ксении Собчак вместе с друзьями находились на отдыхе. Жители Новой Зеландии – одна из самых гостеприимных и дружелюбных наций. Они воспринимают чужое горе как свое собственное. Поэтому к поиску семьи Ксении Собчак помимо служб спасения подключились местные жители и волонтеры, которые бескорыстно тратили свое время для поиска пропавших пассажиров. Аквалангисты, спасательные катера, вертолеты полностью проверили все место происшествия, однако 9 дней поисков не дали никаких положительных результатов. Наконец-то сегодня утром на 10-й день поступили трагические новости. В Тихом океане на глубине 80 метров были обнаружены обломки легкомоторного самолета компании «Маргар», на котором совершали полет семья Ксении Собчак вместе с друзьями. К сожалению, в салоне самолета ни пассажиров, ни все, что от них осталось, обнаружено не было. Только верхняя одежда театрального режиссера, мужа Ксении Собчак, Константина Богомолова и самой Ксении Анатольевны. По словам служб спасения Новой Зеландии и местных жителей, с подобной глубины могут выбраться только опытные аквалангисты, у которых есть специальное снаряжение. На данный момент проверяется, были ли в самолете Ксении Собчак специальное снаряжение, которое предназначено для подводного плавания. По словам экспертов, опытных аквалангистов, надежда на спасение семьи Ксении Собчак на данный момент минимальна, так как прошло уже много дней после аварии, а о семье Ксении Собчак ничего не известно. Однако местные жители Новой Зеландии, которые настроены более оптимистично, предположили две версии, в результате которой семья Ксении Собчак все-таки могла спастись. Версия первая. Если в самолете, где находились Константин Богомолов, Ксения Собчак и ее друзья, находилось подводное снаряжение, теоретически семья Ксении Собчак могла воспользоваться данным снаряжением, в момент аварии выбраться из самолета и покинуть опасное место. Однако в ходе разработки данной версии появилось много вопросов. Если семье Ксении Собчак все-таки удалось спастись, почему они до сих пор не вышли на связь и где находится все данное время? Службы спасения Новой Зеландии не исключают и вторую версию. В районе аварии легкомоторного самолета есть полузатопленное ущелье, в котором теоретически могли укрыться пассажиры самолета. По словам местных властей Новой Зеландии, поиски пропавшего самолета с семьей Ксении Собчак завершатся через 2 дня, когда будет полностью исследовано полузатопленное ущелье. К слову сказать, что трагическое происшествие произошло несколько дней назад. Семья Ксении Собчак и ее друзья, которые находились на отдыхе в Новой Зеландии, в последний день путешествия совершали экскурсию на легкомоторном самолете. За бортом штурвала сидел местный житель Новой Зеландии по имени Брэдли, который погиб в результате аварии, а также муж Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов. Помимо семьи Ксении Собчак в салоне самолета находились и известные публичные личности: экстрасенс Елена Голунова, Ксения Бородина и Влад Кадони. Помимо них в салоне самолета находился и брат Ксении Собчак Александр Собчак, который также погиб в результате аварии. Елена Голунова, Влад Кадони и Ксения Бородина были спасены. Ну и очень приятная новость о главе антикоррупционного комитета Никите Михалкове. Сегодня утром у Никиты Сергеевича родился внук, уже 12-й по счету. Мальчик назвали Сергеем. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.